Добрый день! Вы на канале Вязание и хобби. Меня зовут Татьяна. Сегодня представляю мастер-класс по вязанию вот такой вот кофточки. Данная кофточка связана регланом сверху, без единого шва. Очень, скажем, просто вяжется этот реглан. Здесь у нас азиатский росток по спинке. Это у нас идет лицевая гладь. Единственное, что у нас по переду будет вот такой вот узор. Что касается схемы узора, я по рядам показываю, как провязывается этот узор. Поэтому я думаю, каждый, даже кто-то еще не вязал вот такие вот узоры ажурные, думаю, что осилит вместе со мной в этом мастер-классе. Сейчас по конструкции этого изделия. Воротник у меня провязан разными спицами. Немножко для того, чтобы был вот такой вот внизу веер, чтобы лучше ложилось по шее этот свитер. Так, дальше у меня вывязана ложная кетлевочка. Затем у меня идет реглан, провязан реглан, сохраняя вот этот вот узор. Узор, кстати, очень простой, очень такой неприхотливый. Вот так он смотрится поближе. Идут ажурные дорожки, и посерединке вот такой вот узор. Я его пустила по переду. Вы знаете, если вы хотите, конечно, вы можете его дополнить. То есть можно не один раппорт вязать, можно дальше включить еще один раппорт по обе стороны, скажем, можно 3 раппорта. Можно даже его использовать и на рукавах, если хотите. То есть, когда начинаете вязать рукав, можно включить этот узор то же самое на рукава. Но это уже, скажем, по желанию. Раппорт состоит из 33 петель и 16 рядов. То есть даже можно благодаря этому раппорту посчитать, сколько рядов провязано. Что касается размеров. Вы знаете, до ВТО, точнее после ВТО, размеры немножко изменились. В каком плане? Примерно на 1 сантиметр вытянулся этот свитер в длину. Вот, поэтому, что касается этих размеров, я сейчас вам все расскажу. Данный свитер связан на размер 48-50. Но, конечно, можно его носить и на размер 46. И следующие размеры этого свитера будут такие. Вся длина, вот если брать вот отсюда, от самой высшей точки и до низа, получилось 62 сантиметра. Так, сейчас по ширине на уровне груди. Если брать вот эту вот ширину, где проймы, 53-54 сантиметра. Так, я замеряла до ВТО, у меня получалось 52. То есть, видите, даже в ширину где-то на сантиметр точно вытянулся этот свитер. Что касается длины реглана, смотрите, она уже 20, ну, почти 8 сантиметров. То есть, если, когда мы вязали, там у нас будет фигурировать где-то 25,5 сантиметра, то, видите, на 2 сантиметра точно вытянулся реглан. Меры 46, 48, 50, этот свитер пойдет точно. Сейчас длина от уровня проймы и до низа 34 сантиметра. Резиночка у меня получилась, да, 5,5 сантиметров внизу. Теперь рукав. От уровня проймы и до манжета, включая, 46 сантиметров. Вся длина рукава, вот если брать от воротника и до манжета, 72 сантиметра. Так, ну и теперь воротник. Так, ворот у меня получается, что вот сверху он немножко больше. В сантиметрах у меня получился 21, вот в таком нерастянутом виде. Сверху, так, посерединке он, видите, вот сужается, потому что связан разными спицами. Я в видео все показываю. Здесь у нас получается вот 17 сантиметров. То есть здесь у нас 21, а здесь, ну, если вот так вот, может даже, да, 18. То есть на 3 сантиметра вот здесь вот видите, ну он, конечно, растягивается, так, но когда мы делаем, как мы носим, вот видите, он сразу плавненько так вот и раскрывается, очень красиво смотрится на шее. Здесь он стягивает посерединке,
а вот здесь вот у нас расширяется. То есть это очень удобно и более красиво смотрится на человеке. Вся высота ворота 15 сантиметров до ложной кетлевки. И кроме того, хочу сказать то, что здесь росток у меня азиатский, то есть он связан по спинке. После того, как провязан реглан, дальше вывязаны прямые поворотные ряды именно по спинке. Поэтому, если кто-то, скажем, не любит вязать росток после ложной кетлевки, точнее после воротника, сразу сверху, то это очень удобно. Так? Провязан не здесь вот росток по спинке, еще раз повторяю, не с самого начала после воротника, а именно после того, как вывязан полностью реглан. Он вяжется, этот азиатский росток, намного проще. Что касается спиц, в основном у меня спицы были 3,25. Резиночка на манжетах, по низу рукава. Связана спицами номер 3. А ворот, как я уже сказала, разными спицами. И закрыты у меня манжеты и низ изделия фабричным способом. Очень красиво смотрится. Так, и что касается пряжи. Значит, пряжа у меня вот такая вот великолепная. Это от Пихорки. И цвет у меня слоновая кость, 23. Метраж 300 метров в 100 граммах. То есть метраж очень удобный. Состав у нее 30% ангора, 70% акрил. Высокообъемный. Так, что можно предложить вместо этой пряжи? Знаете, самая такая вот по метражу я нашла у себя вот такую пряжу Лайка. Здесь у нас тоже 300 метров в 100 граммах. Что касается состава, если вам интересно, я сейчас вам скажу. 75% меринос и 25% шерсть собаки. Вот. Но я из нее еще, правда, ничего не вязала. Очень хочу тоже попробовать. Метраж аналогичный. 300 метров в 100 граммах. Называется Лайка. Кроме того, можно взять, вы знаете, вот такой вот джинс. Джинс Ярнард. Здесь 160 метров в 50 граммах. Если возьмете две ниточки, это будет 320 метров. Практически один и тот же получится метраж. 50% хлопок, 45% полиакрил. Можно взять Alize Lana Cotton. Здесь у нас метраж тоже 160 метров в 50 граммах. Возьмете две ниточки, будет метраж 320 метров. Тоже можно вязать смело из этой ниточки. Если говорить о составе, то здесь у нас 26% шерсть, 36% хлопок и 48% акрил. Так, и, конечно, можно взять даже вот такой перспективную. Правда, здесь у нас метраж 270 метров, но вы знаете, около 300, скажем, 280, 270, 300, 320 метраж можно смело брать на такой свитер. Что касается состава, здесь у нас полушерсть. Это тоже пряжа очень хорошая, мне она тоже очень нравится. Ну и вы знаете, можно, конечно, взять и бобинную пряжу. Вот в данном случае это у меня полушерсть. Пряжа очень тонкая, в 100 граммах 2500 метров. Как высчитать метраж? Если мы возьмем, допустим, 2500 разделим на 8 сложений, у нас получится 312 метров с половинкой. То есть можно спокойно вязать и 8 сложений. Если хотите немножко потолще, значит 2500 метров разделим на 9. У нас получится уже 277, почти 278 метров в 100 граммах. То есть можно вязать тогда или в 8 сложений, или в 9. Примерно вот такой получится метраж. То есть бобинная пряжа тем хороша, что можно ее, скажем, смотреть, какой метраж вы хотите вязать. Или даже можно его, скажем, с другой ниточкой тоже соединять. Данный свитер завесил 490 грамм. То есть, если будете покупать пряжу, то
5 моточков вам смело хватит на размер, еще раз говорю, 48-50. И последнее, наверное, я хочу обратить внимание на то, что здесь у меня связаны подрезы с помощью дополнительной нити. Вот смотрите, идет такой плавный переход. Вот у меня низ провязан, дальше у меня вот этот рукав идет. И вот такие подрезы, они будут очень аккуратно, если будете провязывать с помощью дополнительной нити. Я это в этом видео тоже все показываю. У меня есть на канале тоже отдельное видео, если хотите, тоже можете посмотреть. То есть вот такие вот подрезы аккуратные у нас получаются. На этом мое, скажем, такое описание закончилось. Я думаю, что более-менее я вам все подробно рассказала. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментарии. Надеюсь, что вам это видео тоже понравится. Подготовила, скажем, максимально, чтобы было все доступно, понятно. Поэтому надеюсь на то, что тоже вам все это кому-то пригодится. Приятного всем просмотра. Пряжа от Пихорки великолепная. Зимняя серия. Цвет 23. Слоновая кость. И что касается метража, это 300 метров в 100 граммах. То есть метраж довольно-таки удобный. 30% ангора и 70% акрил. Что касается спиц, спицы у нас заявлен номер 3,5, но основное полотно я вязала номер 3,25. Вообще хочу сказать про этот цвет, слоновая кость, так. Единственное, что он вроде бы такого полимолочного цвета, но иногда встречались вот такие вот темные шерстинки. Вот они даже видны. Поначалу я их, знаете, доставала, но потом мне уже надоело. И вы знаете, конечно, вот эти вот шерстинки, вот сейчас, вот на данный момент, видите, я его даже вытягиваю, этот волосок. Вот, и он уже, скажем, такие, вообще не знаю почему, но они очень заметные. Вот, видите, это что касается вот этого цвета. Когда был постиран свитер, в принципе, там ничего такого страшного нету, но, конечно, мне это не очень понравилось. Так, ну, пряжа, в принципе, неплохая. Я уже вязала с этой пряжи свитер полуанглийской резинкой. Стирала я его в машинке. Но, правда, здесь у нас зарекомендовано, скажем, в рекомендациях дается именно ручная стирка. Но, вы знаете, свитер стирала в машинке, ничего с ним не стало. Правда, этот свитер пока еще я первый раз постирала руками. Ну, а дальше посмотрим. Так, берем ниточку в работу. Спицы номер 3, 40 сантиметров. И набираем петли. 108 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Что касается набора петель, я буду набирать итальянским способом. В данном видео я не буду показывать, как он набирается, как он выполняется. Вы можете перейти по ссылочке, если вас заинтересует. В правом верхнем углу сейчас появится. И перейдете, посмотрите, как он набирается, этот фабричный итальянский способ набора петель. Если вы не хотите этим воспользоваться, вы можете набрать каким-то своим другим способом. Можете даже самым простым. И вот так вот выглядит поближе этот итальянский набор. Он смотрится как фабричный. Дальше мы будем провязывать с вами резиночку 1 на 1. То есть первая у нас получается лицевая, вторая изнаночная. Довязываем до конца ряда, а затем вяжем одинаково вот эти все ряды. Так, провязано у меня 5 сантиметров. И сейчас я буду переходить на спицы немножко меньшего размера. Если вязали, вот мы сейчас с вами на троечке, то сейчас я буду переходить на спицы 2,75. Затем я буду вязать 2 сантиметра еще спицами меньше. То есть сейчас я буду брать в работу уже спицы номер 2,5. 2 сантиметра я буду вязать именно спицами номер 2,5. После этого я опять вернусь к спицам 2,75. И опять 2 сантиметра я провяжу
спицами номер 2,75. И после этого я опять вернусь к тем спицам, которые были в самом начале, то есть номер 3. То есть ворот наш вывязываться будет разными спицами. Посерединке будут спицы меньшего размера. Для чего это делается? Для того, чтобы наш ворот, скажем, был похож на веер. То есть, когда будет носиться наше изделие, то воротник будет более, скажем, вот таким вот веером ложиться по шее. И таким образом оно будет красивее смотреться на человеке. Поэтому берутся спицы в серединке воротника меньшего размера, причем разные спицы. Так, таким образом сейчас берем спицы в работу номер 2,5 и вывязываем дальше 2 сантиметра именно этими спицами. После этого опять берем 2,75 и опять 2 сантиметра вывязываем. А дальше вернетесь к спицам номер 3 и провязываем дальше. Так, ворот у меня уже провязан. Вся его высота 15 сантиметров. Вот эти маркеры я повесила. Они обозначают то, что вот до первого маркера спица номер 3. Дальше номер 2,75. Дальше вот это вот серединка 2,5. Опять пошел 2,75. И вот эта вот часть номер 3. Сейчас мы с вами будем вывязывать ложную петлевку. Что касается вообще высоты этого ворота, вы можете вязать и подлиннее. То есть для меня вот эта высота достаточная. Если вы хотите подлиннее ворот, вы можете даже сантиметров 20 весь ворот, чтобы был. Если в 2 отворота и посмотреть, скажем, чтобы он более длинный был, можете даже немножко больше. Или в крайнем случае можете взять свой любимый, скажем, свитер, в котором вот этот есть большой длинный ворот, и примерить его высоту. Так, что касается ложной петлевки. Сейчас мы с вами будем переходить на спицы номер 2,5. Ложная петлевка провязывается спицами меньшего размера. И будем вывязывать вот эту вот нашу ложную петлевочку. Я не буду в этом видео показывать, как она провязывается. Сейчас вы можете перейти по ссылке, которая появится в правом верхнем углу, и посмотреть это видео. Там видео небольшое, оно с тайм-кодами, расписано первый этап, второй этап и третий этап. Поэтому по тайм-коду можно все посмотреть, как оно провязывается. Итак, ложная петлевка у меня уже провязана. Я ее выполняла на спицах номер 2,5. И вот так она выглядит поближе. Закончила я изнаночным рядом. На изнаночной стороне оно выглядит вот таким образом. Так, теперь что касается дальнейшего вязания. Мы с вами сейчас будем распределять петли на реглан, но я хочу сразу остановиться на нашем вороте. Смотрите, ворот у нас получается, вот видите, он даже как бы вот уже расширяется. Поэтому здесь у нас будет подлиннее, пошире. Смотрите, ширина у нас 20 сантиметров в самом начале. Дальше мы убавляли в размерах спицы, поэтому посерединке у меня получается где-то максимум 18 сантиметров. То есть видите, какая разница. Ну и здесь, соответственно, тоже вот она уже даже видна. Вот эти вот сборочки, которые показывают, что тоже у нас ширина будет больше, чем посерединке. То есть, когда мы будем носить с вами, серединка у нас будет стягиваться вовнутрь, и это будет красивее смотреться на том, кто это будет носить. Так, сейчас мы с вами будем распределять петли на реглан. И каким образом? Вот у нас на этом рисунке показано, что у нас 108 петель всего. По 2 петли мы с вами оставим на реглан, на регланные линии. Дальше у нас будет 37 петель по спинке и по переду, и 13 петель по рукаву. Каким образом и откуда появились эти цифры, я быстренько вам расскажу. Я высчитываю, распределяю петли на реглан вот по такой формуле.
Всего у нас 108 петель. По 2 петли мы с вами оставляем на регланной линии. Их всего 4, поэтому 108 минус 8 петель получается 100 петель. Первая формула, по которой высчитывается, сколько петель на спинку и наперед мы с вами должны оставить. Это 100 мы делим на 30 и умножаем на 11. Вот такая вот цифра получается. Приблизительно это округляем 37 петель. Вот у нас 37 петель получилось на спинку и 37 наперед. Вторая формула у нас показывает 100 делим на 15 уже и умножаем на 2. Получается 13, и это 13 петель мы будем оставлять на один рукав. Вот у нас такая картина и получилась. То есть, исходя из этих цифр, давайте я немножко вот так вот, наверное, переверну, чтобы вам было понятно более. Исходя из этих цифр, и мы видим вот это вот наше распределение петель. Так, сейчас берем маркеры и будем распределять петельки. Я всегда беру оранжевый маркер, самый первый, и это у меня обозначает самое начало ряда. Я перехожу на спицу номер 3,25. Не хочу, скажем так, чтобы было наше вот это вот вязание более рыхлое. Я все-таки люблю, чтобы оно немножко было, скажем, поплотнее. Вы, в принципе, можете брать и спицы номер 3,5. То есть этот метраж подходит и для спиц номер 3,5. Так, я начинаю вот именно отсюда. Вот отсюда у меня будет начало ряда. Беру спицы в работу номер 3,25. Провязываю вот эти вот 37 петель. Затем ставлю маркер. Провязываем, пока первый ряд у нас идет лицевой. То есть все петельки у нас будут все лицевые. Так, 37 петель и ставим маркер. Так, вот 37 петель я уже провязала. И вешаем маркер. 2 петли регланные мы с вами провязываем. Лицевыми тоже. И вешаем маркер опять. Сейчас провязываем 13 петель рукава. И опять вешаем маркер. Точно таким же самым образом мы с вами делаем вот это вот первый ряд. И вешаем маркеры. То есть провязываем 2 петли, маркер. Провязываем 37 петель, маркер. 2 петли провязали, маркер. 13 петель провязываем и тоже вешаем маркер. И завершаем вот здесь вот. Это у нас уже будет оранжевый маркер. Так, я уже распределила все петли. Так, вот у меня будет начало ряда. Но поскольку я буду вязать методом Magic Loop, я просто повешу этот маркер вот здесь вот. И буду знать, что это у нас начало ряда. Так, если кто-то не умеет пользоваться методом Magic Loop, то есть вязание на спицах с длинной леской, когда образуется вот волшебная петля с одной стороны и с другой стороны, когда мы вытягиваем спицу, это очень удобный метод. Он мне очень нравится. Если кого-то заинтересует этот способ, если вы еще не умеете вязать, можете сейчас перейти по ссылочке, она появится в правом верхнем углу, и посмотреть, как им пользоваться. Сейчас мы с вами будем провязывать реглан, то есть по линиям реглана с двух сторон мы будем делать прибавки до регланной линии и после регланной линии. Что касается узора, вот смотрите, я по переду решила пустить узор. Схема вот здесь вот. Сейчас я вставлю картинку. Здесь у нас условное обозначение следующее. Пустой квадратик — это 1 лицевая. Если у нас черточка горизонтально, это изнаночная петля. Дальше идет накид вот такой вот, как подкова, скажем так. Дальше идут 2 петли вместе провязать лицевой. Это с наклоном вправо называется. И стрелочка вниз — это 2 петли вместе с наклоном влево. Я это все вам покажу, как мы будем провязывать этот узор. Единственное, обращу ваше внимание на то, что у нас раппорт составляет 33 петли. Что касается количества рядов, у нас будет всего 16. Здесь у нас показаны нечетные ряды. Это у нас будут
вот этот вот рисунок мы с вами будем выполнять. Что касается четных рядов 2, 4, 6 и так далее, мы будем вязать по рисунку. Этот узор мы будем с вами по переду, как я сказала, включать. И у нас сейчас по переду 37 петель. Значит, 33 петли мы с вами сразу выделяем на узор. И остается по 2 петли с двух сторон. То есть по линии реглана у нас 2 петельки. Вот смотрите, я уже их отделила. Вот это у нас перед. Так, вот это вот регланная линия 2 петли. А вот эти 2 петельки вот таким тоненьким маркером я обозначила 2 петельки, которые вот эти вот идут именно до узора. А дальше идут вот эти вот 33 петли, которые будут провязывать этот узор. И вот дальше идет 2 петельки, это вот эти вот, которые до регланной линии, а дальше вот эти вот 2, это уже сама линия реглана. То есть я думаю, все понятно. Для того, чтобы понять, где этот узор, нужно выделить каким-то другим или маркерами какими-то разными. Они разные есть. Так, вот в данном случае я выделила тоненькие. Есть и другого плана, вот допустим вот такие. Если вы повесите такие, вы тоже будете знать, что это уже начинается узор. То есть обязательно нужно узор, вот эти вот 33 петли, каким-то образом обозначить. Если у нас будут регланные линии, мы с вами будем делать прибавки до регланной линии и после. И в одном ряду у нас будет уже 8 прибавок. То есть по одной петельке до регланной линии и одна после. Мы начнем с вами вот отсюда, со спинки. Вот у меня оранжевый маркер, значит, это я вот здесь. Сейчас мы с вами будем делать прибавку. 37 петель провяжем, остановимся у регланной линии, выполним прибавочку, затем провяжем 2 петли регланные и опять будем делать прибавку. То есть у нас прибавки, если их обозначить точками, мы будем делать до регланной линии и после. И причем это будем делать с вами через ряд. Вот таким образом. То есть первый ряд мы с вами делаем прибавки, а в следующем ряду мы эти прибавочки уже будем просто провязывать. Идет у нас первый ряд с прибавками. Они будут выполняться одинаково. Очень просто. Будем набрасывать ниточку на нашу спицу. Это будет прямой накид. Вот таким образом. И дальше у нас пойдут петли лицевые. Кроме узора, когда у нас будут изнаночные, там все будем выполнять по узору. В данном случае у нас идут все петли лицевые. Вот так он будет выглядеть. Итак, мы с вами будем провязывать вот эти вот прибавочки по линии реглана. Так, что касается ростка, мы с вами не будем вывязывать сейчас росток. У нас будет азиатский росток, который вывязывается после того, как мы с вами провяжем нашу высоту реглана. Так, провязываем вот до этой линии реглана. Затем остановимся вот буквально перед этими 33 петлями. Итак, мы сейчас вот здесь вот делаем прибавочку. И смотрите, у нас остается одна петля. Вот это у нас получается 2 петли. Сделали прибавку уже 3 петли. Так, и у нас получилось вместо 2 3 петли после прибавки. Сейчас у нас идут 33 петельки. Вот эти вот, которые мы с вами выделили на схему. На наш, точнее, узор. Вот эти вот 33 петли. И смотрите, мы сейчас с вами в первом ряду. Вот у нас первый ряд. И выполняем следующим образом. Это у нас идет изнаночная петля, затем лицевая. Провязываем сначала изнаночную. Дальше идет лицевая. Так, по схеме у нас третья петля идет накид, а затем протяжка. Смотрите. Накид у нас будет прямой. Вот такой. И дальше выполняем протяжку. Первую петлю мы снимаем, вторую провязываем. И вот эту вот снятую набрасываем
на ту, которую мы с вами провязали. Это у нас вот эта вот стрелочка. То есть это с наклоном влево. Вот у нас, если посмотреть, видите, она вот эта вот петля уже прямо смотрит влево. Так, теперь смотрите, мы с вами здесь провязали. Остается у нас вот эти вот все петельки, кроме 1, 2, 3, 4, 5. Давайте так, посчитаем все-таки вот здесь вот эти вот петли. Так, вот 25 петель, я их посчитала. То есть вот эти вот пустые квадратики у нас 25 петель. Это у нас лицевые петли. Поэтому после того, как мы с вами провязали вот эту вот протяжку, 25 петель лицевых мы с вами провязываем. Так, и остановимся. Так, 25 петель мы с вами провязали. И сейчас мы с вами делаем вот это вот условное обозначение. Это 2 петли вместе лицевой. А после этого идет накид. Провязываем за передние стенки 2 петли вместе лицевой. Вот таким образом. И делаем накид. И осталось у нас еще 1 лицевая и 1 изнаночная. Накид у нас должен быть 1 лицевая и последняя 33 петля, это изнаночная. Все. Вот у нас первый ряд нашего узора провязан. Но смотрите внимательно. У нас переснимаем маркер. Так, дальше мы идем. У нас остались 2 петли, которые были до реглана. Так, если посмотреть на наш рисунок, мы вот здесь вот 2 петли мы с вами должны провязать, еще сделать прибавку. Вот у нас весь узор. С одной стороны будет 3 петли. И с другой стороны 3 петли. Вот они. Тоненький маркер это обозначает то, что у нас идет узор 33 петли, которые всегда будут именно вот в таком количестве. Это у нас идет маркер линии реглана. Провязываем дальше все петли лицевыми. Делаем опять прибавку и провязываем петли рукава. Итак, сейчас у нас идет второй ряд. Смотрите, вот у нас эта прибавочка. Наш накид мы будем провязывать скрещенной лицевой за заднюю стенку. Подхватываем заднюю стеночку и провязываем лицевой. Точно так же мы будем провязывать и до регланной линии. То есть так у нас будут всегда одинаково провязываться эти накиды. То есть здесь ничего сложного нету. Все одинаково будут и до линии реглана, и после линии реглана будут так провязываться у нас накиды. Так, что касается второго ряда, смотрите. У нас второго ряда здесь нет схемы, как я сказала. Мы будем выполнять его по рисунку. Значит, все четные ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16. Смотрите, у нас 15, но еще нужно считать 16 ряд. Мы будем выполнять по рисунку. Поэтому этот ряд, второй, мы провязываем полностью. Провязываем вот эти вот наши накиды, то есть прибавки лицевой скрещенной. И у нас получится, что второй ряд мы с вами полностью провязываем. Получается, что мы все петли будем провязывать, доходя до нашего узора. Давайте все-таки остановимся. И посмотрим, вот это вот провяжем узор во втором ряду вместе. Так, вот у нас петли реглана провязаны. Идет у нас накид. Мы его провязываем скрещенной лицевой. Дальше у нас эти 2 петли, которые были изначально. Маркер тонкий, который обозначает начало нашего узора. И смотрите, вот у нас идет изнаночная. Значит, мы ее провязываем изнаночной.
Дальше идет лицевая, значит мы ее провязываем лицевой. То есть это называется по рисунку. Как вот петли сейчас, какие они есть, такими мы с вами и провязываем. Дальше идет накид, но накид в узоре мы с вами будем провязывать вот так, за переднюю стенку. То есть у нас получается вот такая вот видна дырочка. Это такие вот эти вот накиды мы будем провязывать именно в узоре. По линии реглана мы с вами будем провязывать скрещенными. А здесь наоборот оставляем дырочки вот такие. Так, и смотрим внимательно дальше. И тут у нас все петли лицевые. Довязываем вот эти вот наши 25 петель полностью. Доходим до накида, который в конце у нас этого узора. Мы его провязываем вот таким образом за переднюю стенку. Дальше у нас идет лицевая. Лицевой провязываем, изнаночную провязываем изнаночной. Переснимаем тонкий маркер и провязываем дальше по рисунку. Итак, мы с вами провязали вот эти вот два ряда. И смотрите, по схеме у нас... Итак, мы сейчас уже в третьем ряду. Смотрите, по спинке у нас будут все лицевые. Сейчас у нас будут прибавочки, потому что прибавки у нас идут в нечетных рядах. Третий ряд, значит, это у нас идут прибавки по линиям реглана. Что касается узора, по переду мы остановимся перед вот этим узором и провяжем вместе третий ряд. Так, вот у нас линия реглана. Одну петлю я провязала, сейчас вторую перед узором, и идут петли переда. Накид, провязываем эти петли все лицевые, тонкий маркер, который отделяет наш узор. И смотрите, это у нас идет третий ряд. Так, вот у нас идет третий ряд, и смотрите, сначала идет изнаночная, потом лицевая. Провязываем изнаночная, потом идет лицевая. То есть эти петельки у нас всегда одинаковые. Так, что касается третьей петли, вот она у нас, вот эта вот двоечка с треугольничком, значит, это у нас 2 петли вместе лицевой. За передние стеночки мы провязываем вот таким образом. Вот. Дальше идет у нас накид. Мы провязываем его прямым накидом. И дальше 25 петель лицевых. Накид и 25 петель лицевых. Так, сейчас вот в конце этого ряда, смотрите, накид, затем идет протяжка. Вот делаем накид прямой и протяжку. Протяжку, петлю одну снимаем как лицевая. Дальше мы провязываем и протягиваем предыдущую петлю через снятую. Вот таким образом. Это называется протяжка, точнее убавка влево. Тоже ее также называют. Так, и у нас остается вот эта вот петля лицевая и последняя изнаночная. То есть здесь у нас эти 2 петли будут всегда одинаково провязываться. Вот это вот всегда будет лицевой, а это будет изнаночной. Так, мы с вами провязали третий ряд узора. Вот у нас вот эти накиды, видите, которые мы провязываем не так, как уже при регланных линиях. При регланных линиях они будут еле заметны, скажем, практически незаметны. А здесь мы оставляем специально вот эти вот дырочки, чтобы образовался узор. Так, переснимаем тонкий маркер и провязываем дальше. 2 лицевые, 3 лицевая уже, которая была прибавка. Сейчас у нас идет прибавка. И провязываем дальше линии реглана. Переснимаем маркеры. Опять прибавка. И идут петли реглана. И идут петли рукава. Неправильно сказала, петли рукава. То есть мы с вами завершаем третий ряд. Третий ряд — это у нас нечетный ряд.
нечетных рядах у нас идут прибавки. И в том числе у нас идет узор. То есть здесь, я думаю, понятно. Когда у нас идет узор, тогда у нас идут и прибавки по регланным линиям. Доходим до реглана, делаем прибавочку, переснимаем маркер. И вот у нас идут петли реглана. И оранжевый маркер мы идем уже в начало ряда. Так, теперь идет 4-й ряд. В 4-м ряду у нас прибавок нет. То есть мы с вами опять, так же как и 2-й ряд, провязываем по рисунку. Вот у нас идет этот накид. Мы провязываем в регланных линиях скрещенными лицевыми. Вот таким образом. Дальше идут петли лицевые. Это уже спинка пошла. Таким образом мы с вами сейчас провяжем петли спинки, 4-й ряд. Так, вот эти накиды провязываем скрещенными. Здесь тоже по регланным линиям. Вот у нас этот накид виден. Вот у нас накид. Так. Дальше идут петли вот этого переда. Тоненький маркер идет узор. И смотрите, здесь я уже останавливаться не буду. Мы с вами провяжем вот эти накиды в узоре прямо. То есть за переднюю стеночку, так как мы делали с вами во 2-м ряду. Дальше идут 25 петель лицевых. И опять вот этот накид провязываем прямо за переднюю стеночку. То есть мы повторяем 2-й ряд. Здесь у нас уже будет петля, прибавочка возле регланной линии. Мы будем провязывать скрещенной. Ну, я думаю, сейчас вам будет все понятно. Так, и смотрите, я сейчас уже дальше не буду вам показывать. Давайте так, 5-й ряд мы провяжем самостоятельно. 5-й ряд будет аналогичен 1-му. Смотрите, вот у нас идет изнаночная, лицевая, накид и протяжка. Так же, как в 1-м ряду изнаночная, лицевая, накид, протяжка. Дальше идет у нас 25 петель. И в 5-м ряду, смотрите, точно так же 2 петли вместе лицевой в конце узора. Затем накид. Дальше идет лицевая и изнаночная. Так, после этого 6-й ряд пойдет по рисунку. 7-й ряд, смотрите, 7-й ряд аналогичен 3-му. То есть то, что вот мы сейчас с вами недавно провязали. Так, и когда мы с вами провяжем 7-й ряд, так же, как я уже сказала, 3-й ряд, затем 8-й вы провяжете тоже по рисунку. Единственное, помните, что в 5-м ряду мы с вами делаем прибавки. В 7-м ряду делаем прибавки по регланным линиям. Так. И когда мы провяжем 8-й ряд, мы тогда с вами остановимся. Пойдет у нас уже узор уже другой. Вот видите, совсем другой. Поэтому после того, как провяжем 8 рядов, давайте мы с вами остановимся. Итак, сейчас у нас идет 9-й ряд. И в 9-м ряду, вот сейчас я уже провязала полностью петли спинки, сделала прибавки по регланным линиям, до регланной линии, после регланной линии. Так, и остановилась я по переду, там, где у нас идет узор. Значит, в 9-м ряду, смотрите внимательно. Первые 2 петли у нас идут одинаковые, то есть изнаночная, лицевая. Затем идет накид и протяжка, а затем 5 лицевых. Так, провязываем. Изнаночная, лицевая. Накид, протяжка. То есть это у нас идет наклон влево. Так, дальше идет 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, после этого, смотрите внимательно, идет у нас протяжка. Дальше лицевая.
затем 2 петли вместе лицевой, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид и опять лицевая. Так, пересчитаем. То есть у нас должно быть 1, 2, 3, 4 накида. Вот они. 1, 2, 3, 4. 4 накида, потом у нас идет лицевая. Дальше идет протяжка. Выполнили протяжку. Это у нас наклон влево. Лицевая. Дальше идет 2 петли вместе за переднюю стенку лицевой. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, после этого у нас идет 2 петли вместе лицевой. Вот это вот дорожка с накидами. Накид и идет лицевая, последняя у нас изнаночная. Вот у нас закончился узор в 9 ряду. Вот у нас уже эта линия, дорожка вот эта вот идет, которая у нас на схеме идет. Вот она с одной стороны и с другой стороны. Вот она так будет выглядеть. Так, посерединке у нас идет вот этот вот узор. Так, переснимаем тонкий маркер. Закончился у нас узор. Дальше идут остальные петли переда. Накид. Переснимаем маркер. И дальше провязываем уже, как мы с вами провязывали до сих пор. Так, ну, смотрите. Мы с вами провязали 9 ряд. Здесь у нас условно обозначения все понятные. Так, что касается 10 ряда, мы будем провязывать по рисунку, так как мы с вами делали в четных рядах. Я уже дальше показывать не буду. Я думаю, тут уже все понятно, чем отличаются эти ряды. Вот, поэтому не спеша, аккуратно провязываем этот рисунок, наш ажурный узор. Помним про то, что этот узор идет тогда, когда мы делаем прибавки по регланным линиям. То есть мы с вами провязываем вот эти все ряды. У нас получится раппорт 16 рядов в высоту. Так, сейчас мы с вами вот в 9 ряду. Берем обязательно счетчик какой-то или обязательно помечаем на листике, какой ряд мы провязываем, чтобы не запутаться вот этот в нашем узоре. Так, и затем, когда мы с вами провяжем 16 рядов, мы опять возвращаемся в первый ряд и провязываем по рисунку первый ряд, затем второй, третий и так далее. Так, что касается дальнейшего вязания, значит, дальше мы с вами вяжем вот этот наш реглан с узором по переду и вяжем на свою высоту, точнее на свою длину реглана. То есть сейчас я вам вставлю табличку, на какой размер вяжется какая длина реглана, поэтому все внимательно посмотрите. Единственное, что, конечно, когда мы провязываем реглан, можно просто переснять на спицы с длинной леской или на ниточку в крайнем случае и померить, то есть обязательно примерить на того, кого вяжем вот это наше изделие. Провязываем дальше самостоятельно. И вот так вот выглядит у нас один раппорт. Смотрите, вот провязано у нас 16 рядов. И вот так вот выглядит на данном этапе наш узор. И дальше мы с вами будем повторять вот эти вот 16 рядов. Итак, провязано у меня сейчас 2 раппорта. И так оно вот выглядит на данном этапе наше изделие. То есть один раппорт это вот. Второй раппорт вот здесь, вот этот узор. Так, что касается линии реглана, длина на данном этапе у нас где-то 11, 10 даже с половиной сантиметра.
Вяжем дальше. Итак, длину реглана я уже провязала все. У меня размер 48-50 и реглан у меня получился высота 25 сантиметров. Ну, может, чуть-чуть на полсантиметра больше. Что касается других размеров, в таблице вы сейчас увидите длину реглана для каждого размера. Вот, поэтому, если вы вяжете на какой-то другой размер, естественно, вы посмотрите и будете вязать уже вот именно свою длину реглана. Единственное, я хочу отметить то, что обычно вот эта вот длина реглана, допустим, для размера 48, это 26 сантиметров, немножко многовато. Я беру или на полсантиметра меньше, или на целый сантиметр меньше, потому что после того, как мы уже свяжем вот это вот наше изделие, я уже заметила, что если на размер 48 длина реглана будет 26 сантиметров, то немножко будет широковато вот наше изделие по уровню проймы. И рукав тоже какой-то получается немножко широковатый. Поэтому я лично, вот еще раз обращаю ваше внимание на то, что в этой таблице, да, указана длина реглана для своего размера, но я беру на полсантиметра или на сантиметр меньше. Так, ну вообще, вы знаете, можете взять свою кофту любимую, скажем так, если вы вязали раньше реглан, приложите. И вот по этой кофте, если она у вас действительно достаточно, скажем, правильно сидит на вашей фигуре, вот эту вот высоту реглана померяйте, и у вас будет все понятно. Так, сейчас, что касается дальнейшего вязания. Хотя, вы знаете, я сейчас еще вам покажу вот эту вот таблицу. У меня на спицах 418 петель. По спинке 117, по переду 117 и на рукавах 93 петли на одном и на втором. Ну, естественно, по 2 петли у нас регланные. Так, что касается ширины нашего изделия. Спинка и перед у меня получилось 49 сантиметров. То есть вы вяжете так, вы перенесите на спицы с длинной леской или на ниточку и примерите. Видите, вот 49 сантиметров, и мне уже достаточно, потому что еще будут подрезы. Кроме того, вот эти вот петли реглана я отдам на перед. С двух сторон прибавится еще больше петель. Вот смотрите, у нас 117 петель по переду. Еще вот эти вот 2 петли с одной стороны, с другой стороны, они пойдут сюда. То есть у меня уже получится 121 петля по переду. Точно так же будет и по спинке, потому что вот эти 2 петли с одной стороны, с другой стороны, вот эти вот, они пойдут на спинку. Так, что касается ширины рукава, это 38 сантиметров. Вот у нас этот рукав. То есть, когда вяжется реглан, очень просто на себе примерить, посмотреть или на том, кого вяжете. И перенести на спицы с длинной леской и померить ваши вот эти вот размеры. Так, вот если начинаю вот отсюда, вот это вот наш рукав, где-то 38 сантиметров он будет. Так, теперь дальнейшее вязание. Доходим вот до нашего оранжевого маркера. Это начало вязания. Это у нас спинка. Мы сейчас с вами будем вывязывать росток. Росток у нас азиатский, то есть тот, который вывязывается после реглана. Этот азиатский росток будет вывязываться поворотными рядами. Так, мы сюда заберем петли, вот эти вот 2 петельки отсюда, с этого реглана, и отсюда. То есть у нас получится на спинке 121 петля. И мы вот эти вот петельки сейчас, вот эту вот 121 петлю будем провязывать прямыми поворотными рядами. То есть сначала идем по лицевой стороне, затем разворачиваемся и идем уже по изнанке. Итак, мы с вами будем провязывать этот росток. Что касается ростка. Длина ростка для моего размера 48-50 я возьму 4 сантиметра. Вообще росток можно, скажем, определить по формуле. Обхват шеи, весь обхват шеи, вот у меня, допустим, 36 сантиметров. Обхват шеи. Затем мы делим
на 6. Это получается 6. И еще минус 1. И получается 5. Вот мой росток. 5 сантиметров. Вот, поэтому я еще 5 сантиметров. Может быть, немножко меньше. Может, 4,5 даже. Буду вывязывать этот росток. Для вашего размера, смотрите, если у вас будет размер от 50 и выше, то росток должен быть больше, даже до 7 сантиметров. Хотя, вы знаете, я, честно сказать, не вязала никогда 7 сантиметров, я вязала максимум 6 сантиметров. Вы уже смотрите сами. Что касается размера 42 и до 48, то это 5 сантиметров достаточно. Некоторые вяжут 4 сантиметра, вот, поэтому я сейчас буду вязать 4,5 сантиметра. Для меня это будет достаточно. Я уже вязала не раз, поэтому я знаю, что мне 4,5 сантиметра будет достаточно. Так, сейчас доходим вот до этого маркера. Единственное, еще обращаю ваше внимание на то, что мы сохраняем с вами узор вот этот. То есть по переду у нас будет идти полностью узор. Так, что касается раппортов, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 раппортов я провязала, и это у меня 80 рядов. То есть у нас получается реглан 80 рядов. Так выглядит вот на данном этапе наше вязание. Вот если сложить, так как будет относиться этот свитер. Так. И по спинке. Вот так вот выглядит эта лицевая гладь по спинке. Итак, первый ряд ростка. Вот у нас маркер был, я уже его сняла. Берем спицы другие, того же самого размера 3,25 и провязываем петли реглана, вот эти две. Затем у нас все идут петли лицевые. Мы уже здесь прибавок не будем делать нигде. Довязываем до конца этого ряда и захватываем две последние петельки вот этого нашего реглана. Доходим до конца этого ряда, убираем маркер, провязываем петли реглана, 2, тоже убираем маркер. Так, и дальше идут уже петли рукава, они нам не нужны пока. Так, сейчас разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Второй ряд ростка — это изнаночный ряд, то есть все петли изнаночные. Первая петля снимается. И дальше у нас петли изнаночные. Провязываем очень туго. Стараемся, чтобы не было пробелов между рядами. Изнаночные ряды должны быть более туго, чем лицевые, потому что могут быть, скажем, мне такие полосы некрасивые между рядами. И таким образом мы будем довязывать до конца ряда. Последняя петля тоже у нас будет провязываться. Что касается дальнейшего вязания, ряды у нас будут чередоваться. Один ряд лицевой, второй изнаночный. Так вывязываем самостоятельно свой росток. Итак, росток у меня провязан. Вот так он выглядит по спинке. То есть это дополнительные ряды, которые провязываются по спинке. Азиатский росток. Что касается длины этого ростка, высота точнее, это у меня 4,5 сантиметра. Так, и по переду. Так выглядит на данном этапе наше изделие. Смотрите, вот если ровненько здесь их соединить, то уже этот росток мы видим. Вот у нас перед, вот у нас спинка, и здесь вот эта вот разница, и это есть росток. То есть здесь у нас получается перед короче, чем спинка. Спинка должна быть длиннее, поэтому провязывается этот росток. Так, сейчас мы с вами будем набирать петли подреза. Каким образом? Так, мы остановились с вами вот здесь, вот по спинке. Петли рукава нужно переснять на дополнительную леску или на дополнительную ниточку. Это уже как вы хотите. Один рукавчик и второй. Так, и соединяем сейчас перед со спинкой. При этом будем набирать петли подреза.
Соединяем спинку и перед. При этом набираем петли подреза следующим образом. Возьмем контрастного цвета ниточку. Вот таким образом ее размещаем на полотне. И затем рабочая нить у нас будет на указательном пальце, а дополнительная на большом. И набираем самым обычным способом. 7 петель подреза. Первая петля очень плотная. Все остальные тоже, но особенно первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая. Вот у нас набраны петельки на контрастную нить. Контрастную нить убираем, берем рабочую нить в работу и соединяем уже перед. Первые 2 петельки у нас были реглана, я уже маркер убрала. Провязываем полностью, при этом первая петля, вот эта, она очень плотная должна быть. Вторую тоже подтягиваем и так далее. Дальше провязываем этот ряд. Вот так вот выглядят эти петельки подреза. Провязываем, сохраняя вот этот вот наш рисунок по переду. И остановимся возле второго рукава. Маркер уже убираем. 2 петли последние регланные провязываем тоже лицевой. Так, сейчас таким же самым образом мы с вами будем набирать петли подреза и на втором рукаве. Контрастную нить берем, вот так вот ее размещаем на полотне. И затем набираем самым обычным способом. Также 7 петель. 1 плотно, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, убираем уже контрастную нить и соединяем сейчас уже спинку. Рабочая нить берется в работу и очень плотно первая петля провязывается вот таким образом. Дальше пошли петли спинки, и это у нас лицевой ряд. Провязываем полностью и останавливаемся вот здесь. Доходим до петель подреза и провязываем их обычными лицевыми петлями. Вот таким образом. Это вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая петля подреза. Дальше соединяем уже перед. Вот наш перед, так. И дальше уже начинаем с вами круговое вязание. Вот смотрите, вот так вот получается провязаны петли подреза. И таким же самым образом мы с вами будем провязывать и на втором рукаве вот эти вот петли подреза. Дальше у нас пойдет вязание по кругу. И мы уже будем связать круговыми рядами на свою длину. Вы смотрите сами, на какую длину, где там, если кто-то хочет подлиннее свитер, если кто-то хочет покороче. Вяжем дальше круговыми рядами, при этом сохраняем рисунок по переду. Итак, провязано у меня уже полностью изделие до низа. И смотрите, вот так оно выглядит, скажем, в таком виде. Я сейчас, наверное, переверну вот так вот. И если померить нашу длину от самой верхней точки до низа 56 сантиметров. Я еще провяжу где-то сантиметров 6-7 резиночку и закрою тогда петли. Резиночка будет 1 на 1. И перейду на спицы номер 3. Что касается вообще раппортов. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. У меня было 5 раппортов до того, как мы соединяли спинку и перед. То есть здесь у нас 80 рядов. Дальше
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раппортов у меня провязано до низа. И плюс еще 7-й раппорт у меня провязана половина, то есть 8 рядов. То есть у меня получается всего 6,5 раппортов провязано до низа. Так, что касается вот этих вот, скажем, наших резинок и маркеров. Они показывают, сколько провязано на одном мотке. То есть от начала вот до сюда я провязала с одного моточка. Где-то сантиметров 18, если вот даже 17-18. Дальше где-то на уровне 34. Вот отсюда. Это у меня и шел второй моток. После этого идет третий моток. Вот это вот маркер. И розовый маркер. И чуть вот дальше уже я провязала. Это уже идет 4-й моточек. Сейчас мы с вами переходим на спицы номер 3 и провязываем резиночку 1 на 1. По ширине у меня получается 52 сантиметра. И если брать от линии реглана 51 сантиметр, а самая верхняя точка 56 сантиметров. Так, длина от подреза до низа 29 сантиметров. Если в рядах у меня получилось 104 ряда. Вяжем низ изделия. Маркер убираем и переходим на спицу номер 3. До этого были спицы номер 3, 25. И резиночку 1 на 1. Первая лицевая, вторая изнаночная. Опять лицевая, изнаночная. Таким образом с вами повторяем до конца ряда. И затем провязываем вот эту вот резиночку. То есть она у нас будет одинаковая, как ворот наш. И манжеты также будем вязать. Так, провязала я уже полностью низ изделия. Резиночка 1 на 1. И в сантиметрах у меня получилось 5,5. Сейчас я буду закрывать петли фабричным способом. Я в этом видео показывать не буду конкретно. Вы можете сейчас перейти по ссылочке, которая появится в правом верхнем углу, и посмотреть отдельное видео. Если вы не хотите закрывать этим способом, вы можете закрыть своим каким-то другим. Даже самым простым способом тоже можно закрыть петли. И сейчас осталось вывязать рукава. То есть сейчас я буду переснимать петли рукава на отдельную спицу. Для этого берем спицу, желательно немножко меньшего размера, чем мы вязали основное полотно. И внимательно смотрите. Вот у нас идет эта бросовая нить. Откуда мы с вами начинаем? Мы будем начинать таким образом. Смотрите, если мы вот так вот убираем эту нить, мы видим, что вот здесь вот уже петля есть. Значит, все, что вот касается этой бросовой нити, мы с вами будем набирать на спицу. То есть у нас должно быть здесь 7 петель. Если мы посчитаем, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот такие выпуклые. Здесь у нас всего 6 петель. А у нас в самом начале мы с вами набирали 7 петель для подреза. 7-я петля это вот это. Вот я сейчас еще раз вот так вот потяну, как они были. Если внимательно так вот посмотреть, можно ошибиться. Еще раз пересчитаем. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. А всего 7. 7-я, еще раз вот обращаю ваше внимание на то, когда мы начинаем вытягивать, это у нас будет первая петля. Вытягиваем аккуратно ниточку. Дальше поддеваем вот эту вот петлю.
идет следующая петля, вот эта. Можно уже эту нить вытягивать потихоньку. И таким образом набираем вот эти все 7 петель на отдельную спицу. При этом можно даже отрезать вот эту вот ниточку, если она нам будет мешать. Вот. И дальше вот смотрите. Так, следующая вот петля, уже 5-я. Освобождаем потихоньку эту ниточку. Дальше идет у нас 6-я. Это вот эта вот петля. И последняя, 7-я, вот эта. Набраны петли подреза. Эту ниточку уже полностью убираем. Итак, петли подреза у нас пересняты на отдельную спицу. Берем в работу нашу ниточку. Спицы номер 3,25. Так. И начинаем вывязывать наш рукав. Вначале провязываем вот эти вот петли подреза. Мы с вами провяжем, оставляем ниточку примерно сантиметров 10, пускай будет. И провязываем аккуратно вот эти петли подреза. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Эта спица уже нам дополнительно не нужна. Дальше идет у нас росток. Мы здесь будем набирать 7 петель по ростку. Так, вот эти вот у нас косички, которые образовались, когда мы с вами провязывали росток. Вот они, вот эти вот косички. Мы будем цеплять за эти две дужечки и провязывать петли. Набираем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот у нас петли по ростку набраны, 7 петель. Дальше у нас идут 93 петли рукава. Мы провязываем их сейчас и остановимся вот здесь. Здесь мы еще тоже наберем одну петлю. Так, с этой стороны мы набираем одну петлю. Но смотрите, у нас такое большое немножко, скажем, расстояние, поэтому давайте поступим следующим образом. Возьмем вот эту вот протяжку, затем вот эту вот дужку от этой петли и провяжем сразу вместе. Вот так. И подтянем. Смотрите, в принципе, будет неплохо. Скажем, продолжение вот этой вот нашей регланной линии. Подтягиваем только. Так, и дальше соединяем уже петли подреза. Первая петля у нас вот эта вот она, ее подтягиваем и очень тесно провязываем, стараемся. Ниточку сзади подтягиваем. Дальше идет вторая петля, третья петля, у нас их всего 7. Так, смотрим внимательно, чтобы они были все правильно развернуты. Так, вот у нас две нормальные, вот это вот, но она потом немножко расширится. Вот эта вот петля, поэтому должна быть тоже ровная. Так, сейчас вешаем маркер. И остальные 4 петли провязываем подрезом. Одна, вторая,
третья, четвертая. Это были, которые у нас подрез. Так выглядят петли подреза, когда мы с вами провязали один ряд. Далее 2 ряда мы с вами провяжем лицевые петли. То есть первый и второй ряд у нас будет провязан без убавок. Полностью лицевыми петлями провязан самостоятельно. Третий ряд в рукаве. Здесь у нас уже будут убавки. Для начала давайте так. Мы с вами выделим лучше маркером. Я сейчас возьму маркеры. Так, вот я уже развесила маркер. Смотрите, с одной стороны у меня 4 петли, с другой стороны у меня 5 петель. То есть у нас получается между маркерами 9 петель. И мы эти петельки будем с вами убавлять вот таким треугольничком. В принципе, этот маркер мне уже не нужен. Я могу его убрать. Средний. Так, и третий ряд делаем убавку. Первую в начале ряда, а затем в конце ряда. То есть не доходим вот этих 2 петель. Будем делать убавочки здесь, а сейчас делаем убавочки здесь. Здесь мы с вами делаем за 2 передние стенки убавку вправо. А в конце ряда, то есть вот эти вот петельки, мы будем делать убавку влево. Дальше мы с вами провязываем полностью лицевой ряд. И встретимся вот здесь вот. Так, доходим вот до этого маркера. Переснимаем его. И делаем убавку уже влево. Первую петлю мы с вами снимаем как лицевую, вторую провязываем. И эту предыдущую и набрасываем на следующую. То есть это у нас получилась убавочка влево. Провязываем дальше вот эти вот все петельки. Смотрите, вот это вот у нас уже петля двойная, которую мы с вами провязали убавочку. И дальше вяжем. Второй ряд у нас уже будет без убавок. Провязываем полностью второй ряд без убавок. Так, доходим до маркера. Переснимаем его. И делаем убавку уже влево. Первая петля снимается, вторая провязывается. И набрасывается предыдущая на следующую. Вот таким образом. Это у нас убавка влево. Дальше провязываем вот эти вот петельки все лицевыми. Подрез наш. И вот эта вот петля, которую мы с вами убавили. Видите? То есть у нас получается убавка будет с одной стороны и с другой. И вот таким вот домиком, скажем, треугольничком мы с вами будем делать убавки, пока не убавим вот эти вот 9 петель. То есть останется у нас 1 петля. Значит, мы в третьем ряду делали такую убавку. Сейчас идет 4-й ряд, уже идет полностью лицевой. В 5-м ряду мы с вами также сделаем такие же самые убавки с одной стороны, вот здесь вот в начале ряда, а потом здесь в конце ряда. Провяжем дальше 6-й ряд без убавок. 7-й ряд тоже будет с убавками. 8-й ряд без убавок. И в 9-м ряду мы с вами последнюю убавочку сделаем в этом треугольничке. Встретимся после того, как провяжем 8 рядов. Итак, сейчас уже будет идти 9-й ряд. И здесь у нас убавочка будет следующим образом. Вот смотрите, осталось 3 петли между этими маркерами. Вот так выглядят эти убавки. Вот в форме треугольничка, или как я еще называю, в форме домика. Подрезы эти лишние петельки. Так, провязываем до маркера. Убираем уже этот маркер. И смотрите, первые 2 петельки мы с вами будем снимать за передние стенки. Вот таким образом. Просто снимаем. Следующую петлю мы с вами провязываем. А вот эти 2 петли, которые мы с вами только что сняли, мы набрасываем на одну провязанную петлю. Вот таким образом. И мы с вами завершили убавки вот этого треугольничка. Одеваем маркер. Это у нас будет начало ряда. И провязываем дальше следующие петельки.
Это у нас был 9 ряд. И вот так вот выглядит этот наш подрез. В форме треугольничка мы с вами убавили петельки. На другой стороне вот так выглядит вот эти вот провязанные петли подреза. Это ниточка, которую мы с вами присоединяли. Дальше идет у нас уже 9 ряд, который мы с вами сейчас провяжем полностью дальше лицевыми. То есть здесь мы с вами сделали убавку. И уже дальше будем убавлять петли по рукаву. То есть сейчас мы можем пересчитать петельки. И здесь у нас должно быть 100 петель. Полностью всех петель по рукаву сейчас должно быть именно 100. Провязываем дальше полностью лицевыми рядами. И убавочки у нас будут в 21 ряду. Убавки в рукаве будем выполнять следующим образом. Вот у меня маркер, который отделяет конец ряда и начало ряда. Так, 2 последние петельки мы будем провязывать с наклоном влево. Первая петля снимается, вторая провязывается и набрасывается предыдущая на следующую. Вот таким образом. Дальше этот маркер переснимаем. Первые 2 петли мы будем провязывать с наклоном вправо за передние стенки. Вот таким образом. И получается, что у нас вот эти вот 2 убавочки будут рядышком. Одна будет повернута влево, а вторая после маркера будет выполнена вправо. И вот таким образом мы с вами будем повторять эти убавки в следующих рядах. Я сейчас размещу эту картинку и напишу, будет видно, в каком ряду я буду выполнять эти убавки в рукаве. Итак, повторяем до манжета. Так, провязан у меня уже рукав до низа. Вот так он выглядит поближе. И сейчас будем делать, провязывать манжет. Каким образом? В самом начале я вам покажу, как выглядят убавочки, которые были выполнены в этом рукаве. Так, вот после этого, скажем, треугольничка, вот эти вот убавки идут, вот они поближе. Так они выглядят. То есть 2 петли вместе с одной стороны и с другой. Вот одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и последняя, 11. Всего было 22 петли убавлены после вот этого треугольничка. Здесь было 100 петель, убавили 22 петли, осталось 78. То есть сейчас у меня на спицах 78 петель. Берем спицы в работу номер 3 и будем провязывать манжет. Но в первую очередь петли сократим, чтобы на спицах осталось 50 петель. То есть сейчас у нас 78, 28 петель мы должны сократить. Каким образом? В самом начале первый ряд, когда мы будем с вами сокращать, это будут все петли лицевые. Дальше пойдут чередование лицевых и изнаночных. То есть будет резиночка вот такая, как мы вязали с вами ворот и низ также. Таким образом будет вывязываться манжет. Так, сокращаем таким образом, чтобы на одной стороне было 25 петель и на второй 25. То есть поделили поровну. Здесь у нас 39 петель.
должно остаться 25. То есть 14 петель мы с вами сейчас должны сократить. Каким образом? Будем провязывать. Смотрите, первую мы провяжем лицевой, дальше 2 петли вместе за передние стенки. Вот мы с вами сократили одну петлю. Дальше опять лицевая и сокращаем 2 петли вместе лицевой. Но если мы будем чередовать через одну лицевую, вот эти сокращения у нас все равно будут больше, чем 25 петель на одной спице. Поэтому в некоторых местах провязывайте за 2 петли вместе подряд. И вот таким образом опять лицевая. Затем опять 2 петли вместе. То есть посмотрели, остановили, скажем так, подсчитали. И опять провязывайте 2 петли вместе, даже друг за дружкой. Но главное, чтобы они были вот эти вот сокращения постепенные, так, то есть не в одном месте сокращать, потому что будет стягивать рукав, а именно распределить полностью по рукаву вот эти вот сокращения. Так, вот смотрите, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Уже у меня 14 петель есть. Так, ну и здесь смотрим дальше. 14. Это будет 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Так, дальше 23. Вот видите, 24 у меня уже петли есть на одной стороне. Так, должно быть 25. Ну, ничего страшного. Мы на той стороне убавим так, что там останется 26 петель. И затем пересчитайте, чтобы на спицах было именно 50 петель полностью. Так, и сейчас вяжем резиночку 1 на 1. То есть первая петля лицевая, вторая изнаночная. И чередуем. 1 лицевая, 2 изнаночная. Так повторяем до конца ряда. А затем вяжем манжет резиночкой 1 на 1 на свою длину. После того, как провяжем манжет, закрываем петли фабричным способом. Вот таким же самым, как мы закрывали внизу. Если кто-то еще не умеет этим пользоваться методом, попробуйте. Я думаю, у вас тоже все получится. Перейдите по ссылочке, которая есть в описании под видео. И я надеюсь, что у вас тоже будет все красиво закрыто. Так, манжет рукава у меня уже провязан. Резиночкой 1 на 1, спицы номер 3. И здесь у меня получилось 23 ряда. Если кто-то не умеет считать ряды, можно пользоваться счетчиком, как я уже говорила. Или же посчитать ряды вот следующим способом. Смотрите. Начинаем вот отсюда. И смотрите, это у нас будет первый ряд. Дальше у нас идет второй ряд. Вот за эти дужечки. Третий ряд. Четвертый. Пятый. И так далее. Шестой. Седьмой. 8, 9, 10, 11. То есть вот таким образом можно посчитать количество рядов. Я закрываю петли фабричным способом. Вы закрываете тем способом, которым пользовались, когда был закрыт ваш низ изделия. У меня в данном случае все закрыто фабричным способом. Закрываем петельки манжета рукава.
На этом вязание мое закончилось. Я надеюсь, те, кто вязал этот свитер, у вас тоже все получилось. Пишите в комментариях, если будут какие-то вопросы, на все вопросы отвечу. Всем большое спасибо.